Привет! Героев сегодняшнего обзора я ждал очень долго и с большим нетерпением. Такое чувство, что добирались они ко мне на специально обученных китайских черепахах, подогревая все больший интерес как у меня, так и у огромного количества зрителей. И признаюсь, оно того стоило. По крайней мере по части звука, эти наушники оказались просто отличными. Ну а расскажу я как всегда все по порядку. Итак, встречай, это обновленный QCY T11S. Гарнитура приезжает в коробке с новым дизайном, но все в том же форм-факторе. Внутри в пластиковой проставке отдельно уложен зарядный кейс и пара наушников. Также из комплекта никуда не делся короткий кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. Зарядный кредл выполнен из глянцевого пластика и по своим габаритам ничем не отличается от предыдущей 11 модели. В длину его размер составляет 55 мм, в ширину 26, а в высоту 40. Вес с наушниками внутри получается 40 грамм, без 32. На передней стороне корпуса встроен трехцветный индикатор уровня заряда, а на задней под петлей расположили овальную кнопку активации и сброса наушников до заводских настроек. Разъем для зарядки находится в нижнем торце футляра. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 600 мАч, что для таких скромных габаритных размеров очень даже неплохо. Помимо всего прочего, сам зарядный кейс имеет функцию быстрой зарядки для наушников. 10 минут нахождения их внутри обеспечит заряд примерно на 40 минут воспроизведения музыки. Данный интервал может быть и больше, но все будет зависеть от уровня громкости прослушивания. Сами наушники внешне почти ничем не отличаются от своих предшественников. Как и в 11 модели, звуководы здесь длинные и прикрыты металлической сеткой. На внешней стороне в районе сенсорной области расположен светодиодный статусный индикатор. После сопряжения со смартфоном и во время работы наушников лампочки не горят. Внутренняя часть основного корпуса выполнена из матового пластика, что обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью ушной раковины. Наушники сидят отлично и нигде не давят, а самое главное, не выпадают из ушей. Еще одно аппаратное улучшение в сравнении с 11 моделью – это инфракрасные датчики приближения или по-простому датчики автопаузы. Работают они корректно и нареканий по этой части у меня нет. Единственное, в описании к модели было заявлено о возможности их отключения посредством фирменного приложения, но такого пункта я там не нашел. Вообще, фирменная программа QCY с недавних времен также претерпела некоторые изменения, в основном в плане дизайна. Здесь переработали раздел эквализации и почему-то перестал присутствовать пункт поиска наушников. Не то чтобы он для меня был сильно нужен, но тем не менее. Основная суть приложения – это перенастройка жестов управления функциями мультимедиа под себя. Для этого по классике здесь доступно два жеста – двойной и тройной тапы. На них можно назначить плей-паузу, управление громкостью, вызов ассистента и переключение треков. Но последняя функция, как по мне, здесь лишняя, ведь перемотка зашита по умолчанию на удержание сенсора, и этот жест изменить никак нельзя. Помимо всего прочего, производитель заявил о наличии в наушниках встроенного игрового режима, но отдельного пункта его активации, как это было в предыдущих моделях, я в меню не нашел. Ровно как и в возможностях перенастройки жестов его не оказалось. Из описания следует, что активировать его можно по тройному тапу правого наушника. В заводской раскладке на это действие стоит пробел, и если тапнуть по наушнику трижды, действительно раздается двойной или тройной системный пик. Возможно, это и есть режим низкой задержки, по крайней мере никак по-другому я свои результаты объяснить не могу. В моем игровом тесте в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile эти интервалы в разных режимах получились немного разными, но, к сожалению, ни один из них не приблизился к заявленным 65 миллисекундам. Мои значения получились таковы: 160-200 миллисекунд в теоретически активном игровом режиме и 240-320 миллисекунд в обычном. Так что по идее можно сделать вывод, что игровая опция тут все-таки имеется. Как я и говорил в самом начале обзора, звучание наушников T11S меня приятно удивило. За этот параметр здесь отвечает гибридная система драйверов, по одному арматурному и одному динамическому в каждом. В принципе, конструкция не нова, ведь T11 тоже были гибридами. Но главное отличие здесь — это новый квалкомовский чип QCC3046 и работа наушников по аудиокодеку aptX Adaptive. Динамический излучатель выдает великолепное звучание по низким частотам, бас насыщенный, не перегруженный, с хорошим таким напором и мягким переходом на средний регистр, за работу которого уже берется арматура. Середина отчетливая, приятная и не забитая низом. Вокальные партии, синтовые арпеджио или гитарная мелодичность передаются максимально детализированно и без явных провалов. Ну а финальные штрихи в виде перкуссии, тарелочек и хэтов добавляют композиции превосходную огранку.
Возможно, для кого-то верхушек здесь будет многовато, но их всегда можно прибрать эквалайзером. Главное, чтобы громкости хватало на все это дело. А ее здесь, я тебе скажу, хоть отбавляй. Вопреки всем слухам, наушники очень громкие. И вот тут я бы хотел пояснить еще один важный момент. Прежде чем тебе может показаться, что наушники играют тихо, при том, что громкость на самом смартфоне выкручена на максимум, назначь на жесты управления громкостью и прибавь ее тапами. И поверь мне, ты сильно удивишься, насколько громко они шарашат на самом деле. Подобный эффект получается при подключении к смартфону, на котором в настройках отключен абсолютный уровень громкости. Поэтому в данном случае громкость нужно прибавлять с самих наушников. Но как всегда, свой тест автономности я проводил именно на абсолютном максимуме, и у меня получился результат в 3 часа и 58 минут, что вполне неплохо, учитывая высокий порог 100% громкости, на который музыку будут слушать далеко не все. В каждом наушнике установлено по 2 микрофона для обеспечения работы системы шумоподавления во время телефонных разговоров. В наушниках нет системы активного шумоподавления на звук. Здесь настроен классический шумодав только на микрофон. Пожалуйста, не путай эти понятия. И вот теперь, когда мы вроде как все прояснили, я предлагаю тебе оценить качество работы микрофонов в наушниках QC-Y T11S. Проверяем работу микрофонов в наушниках QC-Y T11S. Вот такая вот сейчас стоит прекрасная погода, летняя погода. Ветра практически на улице нет, я на дачном участке сейчас нахожусь. Но тем не менее, примерно можно понять, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь разговаривать с ним на такой тихой, спокойной улочке, где не ездят машины и где, собственно, нет ветра. Конечно, условия очень идеальные, но при всем при этом примерно можно прикинуть, как работают микрофоны в этих наушниках. Проверяем работу микрофонов в наушниках QC-Y T11S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции буду открывать окна. С двух сторон здесь не задувает сейчас ветер в эти наушники, и слушаем, как они отрабатывают при таком сценарии использования. В общем, вот таким вот образом это все работает. Все оставляю на твой суд, но сейчас нас ждет второй тест с печкой. Ну а теперь настала пора второго теста с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Таким вот образом она потихонечку в течение 5-6 секунд сейчас наберет максимум оборотов. У меня будет максимум шума в машине стоять. Ну и вот так вот ты можешь понять, как тебя будет слышать собеседник. К примеру, зимой, если ты будешь обогреваться в машине на полную и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот наушникам. Ну вот так отрабатывают микрофоны в наушниках QC-Y T11S на оживленной трассе. Это проспект Мира, сейчас где-то примерно около 7 утра. И здесь у нас получается очень много машин ездит с одной стороны, ну и иногда с другой стороны здесь у нас на дублере тоже проезжает некоторое количество машин. Тест довольно такой тяжелый, жесткий, потому что как бы шум от дороги очень приличный. Так что примерно можно понять, как тебя будет слышать собеседник. Вот при таком сценарии использования, когда ты будешь, допустим, разговаривать где-то на оживленной улице о вот этом вот наушниках. В общем, как-то так. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет. Пользоваться можно каждым по отдельности. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. Работает наушники стабильно, без обрывов, и на открытой местности свои заявленные 10 метров от источника держит без проблем. В деревянном доме пару стен и перекрытие второго этажа сигнал спокойно прошибает. В городской квартире 2 межкомнатные стены и балконная дверь также не является для наушников серьезным испытанием. Ну и подводя некий итог по сегодняшним наушникам, могу сказать, что мне они очень понравились, как по звучанию, так и по удобству использования. В QC-Y T11S можно слушать музыку любого жанра, и поверь мне, ты не останешься равнодушным от качества звука. Гибридная система излучателей вкупе с чипом от Qualcomm прекрасно себя проявили. Наушники удобные, сидят хорошо и имеют неплохую автономность, учитывая их максимальную громкость и постоянное питание датчиков автопаузы. Так что если тебе нужна гарнитура на каждый день и тебе понравился внешний вид самих наушников, то можешь смело рассматривать их к покупке. Ближайшие их достойные конкуренты по нише — это KZ SKS и недавний Halo W1. А вот какие наушники тебе выбрать из них, решай сам. Форма, внешний вид и удобство управления — это дело индивидуальное, и я мысли читать не умею. Тут скажу лишь одно: все эти наушники имеют достойное звучание. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.